Привет всем, меня зовут Максим, и вы смотрите «Студийный дневник». Сегодня первый день из жизни музыканта. Хочу начать с того, что расскажу вам немножко про эквализацию. Что такое эквализация? Эквализация — это процесс обработки звука эквалайзером. Если это вам непонятно, то объясню проще. Это коррекция амплитуды или изменение отношения частот. Непонятно? Это коррекция амплитуды или изменение отношения частот. Непонятно? Проще показать. Объяснить это очень легко. Когда рядом стоят два человека с одинаковым голосом, и один разговаривает громче другого, тот, который разговаривает тише, его вы не услышите. Но если бы голоса у них были разные, и звучали бы в разных диапазонах частот, то одного и другого мы могли бы расслышать. Но так как происходит частотный конфликт, одного из них надо порезать эквалайзером. После того, как мы его порезали эквалайзером, мы возвращаемся в студию. Давайте немножко отвлечемся от компьютеров и плагинов и рассмотрим эквалайзер на примере вот этой вот железяки. Так вот, есть разные способы эквализации. Вот такая вот эквализация называется хирургическая, когда у вас выпирает одна частота, она либо режет, она либо там гудит, либо там, например, если вы таким образом опустили эквалайзер, она резко уходит, и остальные звуки начинают выпирать. В общем, это специфическая эквализация, и использовать ее нужно по назначению или, правильно сказать, по необходимости. Самый лучший способ эквализации – это когда вы эквализируете ровными такими аккуратными волнами. То есть, когда вы поднимаете ползунки такой приятной волной, то этот звук будет более естественным и натуральным. Если вы будете резать звук вот так, то самый яркий, самый простой способ объяснить вам, почему так работает хуже, чем вот так, потому что в жизни нету ни одной машины, проезжающей мимо, а у нее звучали бы только эти частоты, не было бы звука вот на этих, и оставался звук на этих. Поэтому в природе такого звука не существует. Может быть, я ошибаюсь, возможно, я чего-то не знаю. Пишите об этом в комментариях, мы обязательно рассмотрим эту тему, и, может быть, я чему-то научусь от вас. Вот. Человек не слышит очень низкие частоты и очень высокие. С возрастом особенно пропадает вообще слух к высоким. Если вы обращали внимание, там ваш батя врубает там Владимирский Централ на всю катушку, ты едешь в машине, говоришь: «Батя, выруби!» Тот такой: «А что такое? Слишком громко!» А он этого не слышит, потому что ему верхоуши больше не режут. А наш слух еще чувствительный. Самый чувствительный слух у детей. Поэтому хотите писать музло качественно, начинайте там с 2-3 лет, сразу же покупайте себе железо или просите у папы, там, чтобы они купили вам компьютер мощный. Начинайте работать, зарабатывать деньги. Ой, трешак. Представьте, что это часть эквалайзера бас, а это барабаны. Рассмотрим низ у баса. Вы не слышите и вы особо не контролируете частоты до 40 Гц. Спокойно их режьте. Режьте, слушайте, где у вас начинается, с какой ноты у вас начинает играть бас. То есть до того момента вы можете спокойно резать свой инструмент. Вот. Бас лучше всего звучит в районе 60-80 Гц. Это самое-самое-самое сладкое место, которое можно хорошенько отработать. Так вот, вы всегда можете приподнять там, чтобы бас выделялся в миксе. Соответственно, когда вы поднимаете эквалайзер на басу, то сделайте наоборот у барабана, чтобы то место, которое занял бас, освободил барабан. И, соответственно, эквализируйте и думайте о том, где расположены ваши звуки. Если, допустим, здесь у вас находятся тарелки, которые не слышно за счет того, то есть, которых не слышно в общей картинке, то это не значит, что их нужно сделать громче. Мы оставим их, где они есть, потому что они, возможно, звучат хорошо. Мы просто уберем другой звук или частоту у того звука, который мешает тарелкам играть. А если этот звук слишком громкий, то мы сделаем его потише, а не сделаем тарелки погромче.
Если что-то не слышно, это не значит, что это надо сделать громче. Возможно, нужно сделать потише все. Многие не слышат звуки после 18 тысяч килогерц. На этом эквалайзере даже нету такой возможности их отстраивать. Здесь максимальная 16 тысяч. То есть, соответственно, можно ее слегка прибрать, потому что там уже для нас информация, ну, она как бы неощутимая. А чтобы ее не было в композиции, она не создавала шумы там, где есть техника, которая ее будет воспроизводить, мы ее можем стирать. Соответственно, все после этой отметки можно стирать. Соответственно, как и до отметки 30-40 Гц, мы можем всю информацию стирать. Она нам не нужна. Мы ее не контролируем. Есть такие частоты-паразиты. Например, вы хотите, вот вы слышите бас у вас там где-то звучит, там что-то, вот что-то в треке гудит. Что гудит, непонятно. Ты думаешь, блин, ну откуда это гудение? Берете эквалайзер и каждую частоту проверяете у определенного инструмента. И когда вы слышите какой-то такой неприятный звук, который вам послышался изначально, то, ага, вот он этот гудящий звук. Обычно это происходит там в районе вот 80-100 Гц. Вот у меня вот это, я реально вот ищу вот этот вот гудящий момент, который, ну, он раздражает мой слух. Ты, нашел, все, срезаешь его. Не срезай его вот так вот радикально вниз, ни в коем случае, потому что он сразу же создаст такое неприятное ощущение у композиции. Срезай его аккуратно и срезай частоты рядом с ним. Слушай, не пропадает ли при этом твой бас. Мне не нравится, например, вот как звучат некоторые инструменты в районе 500 Гц. Это отвратительная, на мой слух, частота. Она создает, знаете, звучание, как в коробке, как будто все находится. Поэтому хорошенько регулируйте вот эти частоты, смотрите их, слушайте внимательно, что они дают, что они забирают. Если, например, вы слышите, что ваша композиция стала звучать мягче после того, как вы опустили эквалайзер в районе 500 Гц, оставляйте, то есть ориентируйтесь на свой слух, на свой вкус, разрабатывайте свой вкус, экспериментируйте. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите их в комментариях, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, а я помогу вам достичь ваших музыкальных целей. Спасибо.